Друзья, в этом выпуске вас ждет настоящий шок-контент. За эти 42 минуты мы с вами проживем просто один мой день, за который более внимательно ознакомимся с текущей во всех смыслах слова ситуацией в моей квартире. Мы начнем легальное решение вопроса строительства, точнее реконструкции этой квартиры. И затем нам на голову проблемы начнут падать одна за другой, и мы будем их решать. Должно быть очень интересно. Приятного просмотра. Ну что, день третий, обладание уже полноценного моей квартирой. И вот она. Вот мне просто интересно как раз показать, как они строят, чтобы потом показать, как мы будем строить. Щель, которая идет вот здесь, которая продолжается вот здесь. Там она тоже идет, вот. Сюда. И вот так. То есть, похоже, как будто вот эта часть опустилась вниз. В пользу этого также говорит то, что вода, которая накапливалась вчера вот здесь, текла по полу вот сюда, 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 и лужа скапливалась здесь. То есть тут самое низкое место в доме. И на что вот Гиермо и его друг Оскар обратили внимание, на то, что пол тоже деформирован. Он, очевидно, не горизонтальный, а здесь он как будто бы ниже, имеет вот такой уклон в эту сторону. И у меня вопрос. Действительно ли может быть так, что они, например, периметр стен сделали нормально, с фундаментом, с бетонной обвязкой под низом, а серединку, перегородки вот эти, возводили уже просто так на землю, шлеп-шлеп-шлеп. И тут вот это намокание, оно все-таки похоже на капиллярное, так же, как и здесь. То есть, если они шлепнули прямо на землю, без какой-либо гидроизоляции, то вот она землица и дает свою влагу сюда. Ну, а эта влажность, в принципе, может опускаться по стене, но это нужно будет еще изучать. И здесь тоже интересно, уклона пола в принципе нет. Он как будто оттуда идет сюда. Один слив под раковиной, второй слив за биде. Как тут принимать душ? Вешаешь шторку, и оно все сюда типа течет, и, наверное, туда. Или надо чем-то сгонять эту воду. Еще терять воду может вот этот бачок металлический, который в стене спрятан. Он мог проржаветь и уже, скорее всего, проржавел. Это тоже может быть одной из причин, по которой вот здесь появляется влажность. Как раз от этого уровня. И как раз, по сути, стена, прилегающая сюда. Вот такие пока что дела. Есть очень хитропопый план по тому, как выкрутиться из ситуации, потому что я должен был бы сегодня освобождать квартиру, но я продлил аренду до конца апреля. То есть у меня есть еще 2 недели на то, чтобы здесь что-нибудь замутить, чтобы можно было начать жить. И я сейчас планирую, есть одна идейка, очень хитрая. Надеюсь, удастся ее реализовать и будет весьма изящно. Блин, аргентинцы, такие аргентинцы. Короче, Марсело говорит, я тебе оставлю нетронутую краску, закрытая вообще, нормально все. Ну, такая у нас была договоренность, что он освобождает квартиру раньше, платит за полмесяца и не красит, а просто оставляет мне ведро краски. Я его открыл, как будто первый раз. Ну, понятно, тут произошло разделение. Я такой думаю, ну, это мы проходили, значит, ладно, тут в этих домашних условиях я ручкой, короче, пробовал размешать. Засунул руку туда по локоть. И, блин, ручка упирается в абсолютно твердый, как камень, слой краски, который осел. И уже там цементировался. Я не знаю, сколько времени это ведро стояло. Но, блин, во-первых, это какой-то ноунейм, похоже. Не знаю я такого производителя. Латекс интерьер. И, короче, похоже, придется идти покупать себе пару литров отдельно краски, потому что, видите, освобождать буду эту квартиру. И вот этот зеленый чай впитался в стену и уже никак, к сожалению, его не смыть. Придется подкрашивать.
И это незаметным иначе никак не оставить. Ну не красавчик. Что я делаю? Я тащу обратно ведро краски. Сегодня второй раз еду в свою квартиру. Утром поменяли замки, подключили интернет 600 мегабит. Сейчас еду туда встретиться уже со строителем, который из аргентинской бригады будет оценивать объем работ. Проконсультируемся с ним, учитывая его опыт, его знания местных технологий, традиций, так скажем, строительства. Сколупнем, где можно всколупнуть, чтобы понимать возможные дальнейшие шаги, алгоритмы, смыслы, целесообразности и так далее. Ну и дальше буду уже вызывать в том числе русских ребят, буду сам думать с белорусскими мозгами, что и как делать. Знаете, есть поговорка: хохол родился, еврей повесился. Я никого не хочу оскорбить или задеть. Там просто смысл же в хитрости, короче. Но почему-то никто ничего не говорит про белорусов. Доброе утро, 17 апреля. Видеодневник, чтобы ничего не забыть. В муниципалитет, как на работу, хожу. Правда, оказалось, что по пятницам там нет приема. А у меня накопился ряд вопросов по квартире, которую купил. Есть, как мне кажется, гениальный хитропопый план, который я хотел там обсудить и с большего согласовать. И это правильный сценарий, потому что то, как делают аргентинцы, чаще всего сначала строят, а потом приходят узаконивать это неправильно. И плюс это ведь влечет за собой лишние действия, лишние риски. Ты можешь построить с нарушением каких-то норм, и потом тебя заставят переделывать, а еще и, может быть, платить штраф. Кроме того, тебе могут просто не разрешить это и просто не узаконить. И такого жилья здесь встречается много. И вот как раз с клиентом, по которому сегодня мы наконец-то закрываем сделку, для которого был очень ограниченный поиск по бюджету и по времени, то есть до 25 апреля, а сегодня, напомню, 17, ему нужно освободить арендную квартиру. И до этого времени у нас стоял срок, чтобы ему найти и купить что-то, куда он сможет сразу переехать. У людей очень ограничен бюджет, они сюда приехали из России, и у них нет источника дохода пока, но были накопления. Чтобы эти накопления не проесть на аренде, которую они вот за первые 2 месяца заплатили по $550-600, да, так все тает. Из тех вариантов, которые мы смотрели, а это снова же было дно рынка, потому что такая цена, очень много вариантов были с проблемными документами. Причем некоторые из них и риэлтор убеждает, что да все классно, все зашибись, но она не владеет информацией глубоко. И по любым вопросам, которые ей задаешь, она направляет кому-то. В итоге она мне дала контакт адвоката, который вел процесс в суде. Непонятно суда, кого, против кого и по поводу чего. И говорит, суд выиграли, там все классно. Но я был в муниципалитете, и я знаю, какой алгоритм узаконивания и согласования субдивизион. Что такое субдивизион? Подразделение. То есть, когда есть один дом, которым владеют, например, старички, они умирают, этот дом по наследству переходит их детям, которых несколько. Дети решают, чтобы извлечь из этого дома больше пользы, больше выгоды, продавать его не в таком, как есть состоянии, а разделить на несколько квартирок, если дом большой, а раньше были такие, и продавать по отдельности. И вот поскольку это все делается через задний проход, это все полулегально. И когда я позвонил адвокату этому, который якобы выиграл дело в суде, и объясняю ситуацию, показываю ему, что я вообще-то знаю, как этот происходит процесс, он говорит, ты знаешь, там проблемная, ситуация, там еще даже ничего не запущено, потому что я в муниципалитете уточнял, они говорят, последняя запись по этому дому, зарегистрированная в системе, датируется 2011 годом. То есть это
просто какие-то там небольшие были переделки в доме. И после этого никаких записей. То есть никто даже не запускал еще этот процесс. А это все делается через проект, согласование проекта. После этого согласования только ты начинаешь строить. Когда ты построил, ты вызываешь инспекцию муниципальную, которая сверяет то, что ты там налепил, с проектом, который ты предоставлял. И уже тогда или выписывает тебе финаль де обра, такой сертификат, или нет. И только с этим сертификатом ты можешь идти и делать субдивизион. Устала одна рука, взял телефон во вторую и допишу еще. Я сейчас иду в свою квартирку. У меня довольно сжатый срок. Раскрою тут в 2 словах мой китробопый план. Сейчас решать проблему с протечкой крыши можно было самым простым, очевидным способом. Это делать гидроизоляцию крыши, делать там уклончик, то есть делать новую стяжку, чтобы пускать воду по определенному пути на сток. Но это значит, что потратить деньги и время на ремонт крыши, которая по сути крышей является только на данном этапе. Дальше это будет пол, и потом все равно придется это все переделывать. И я понимаю, что мне, наверное, будет лучше и правильнее решить проблему с попаданием воды и еще чуть-чуть ближе к источнику проблемы. То есть сделать навес. Под этим навесом я как раз смогу еще использовать пространство. Могу там складывать стройматериалы или вообще даже сделать жилое помещение. И вот такой у меня сейчас хитропопый план, чтобы сделать пригодным для проживания там наверху такое помещение. Сделать навес и закрыть стенами минимально, может быть даже с теплоизоляцией. И уже заселившись туда, начать потом масштабную переделку нижнего этажа, живя наверху. А потом переселяться обратно на низ, когда будет закончено, сносить все, что там налеплено, потому что как раз фишка... Так, сейчас мы включим свет. Оп, опа. Короче, фишка этого плана в том, что каркас-то можно будет и разобрать, и потом переиспользовать еще эти материалы. Все-таки где-то есть короткое замыкание, вырубает автомат. Ладно, дождемся электрика. Я думаю, что до моего переселения сюда, как минимум, этот вопрос мы решим, потому что жить без электричества тоже не очень. Покажу теперь, как они строят и что здесь вообще интересно. Вот это вообще раньше была вся одна сплошная крыша, потому что вот эта лага использовалась как раз для того, чтобы сюда вот так в распор становился кирпич. То есть видно, здесь был этот кирпич, потом просто все это отбомбили и сделали здесь просто пониже. То есть это когда-то, я так понимаю, был один дом, и сделали его субдивизион на 2. Вот, пожалуйста. Касаемо субдивизион, что я сейчас в кадастре узнал. Мне сказали, что для того, чтобы здесь сделать дополнительный субдивизион моего PH, PH это проприетат горизонталь, это типа как квартира, но не совсем квартира. Чтобы это сделать, нужно всю парцеллу снова объединить. Парцелла это типа участок. То есть вот вся большая квадра называется мансана, яблоко на русский переводится. Она разделена на парцеллы. Сейчас на карте покажу. И каждая парцелла, в свою очередь, уже подразделяется на PH, проприетат горизонталь. Так вот, была одна парцелла, ее разделили, например, в моем случае, по-моему, на 6 там, или на 7 PH. И, соответственно, установлен процентаж по площади каждого PH. Включая, там, если есть верхний этаж, то уже площадь меняется. И мне сказали, если ты хочешь настроить 3 этажа, а мой вопрос был в том, чтобы сделать это как 4 отдельных квартиры. То есть я купил одну, а продать 4. Они сказали, ты это в принципе можешь сделать, но для этого придется снова объединить все документально в одну парцеллу. И эту парцеллу снова субдивидир, то есть снова подразделить уже по тому, как это должно быть финально. Теперь еще покажу. Вот это вообще интересное решение. Оно здесь приварено. Но что оно держит и от чего оно удерживает? Вероятно, вот смотрите, здесь крюк и здесь крюк. Может быть, здесь что-то было, как что-то было натянуто, или это было временно, я не знаю. Но прикол в том, что вот эта крыша, это прямо над
туалетом. И там внизу с потолка ничего не выходит. То есть оно просто вставлено в крышу, и все. И это очень интересно вообще, что происходит, что они тут натворили. Водичка течет, нужно отрегулировать этот флотант и поплавок. Это мы все сделаем. И вот отсюда вся вода от соседа течет сейчас в эту сторону. И вот сюда прям стекает, и тут образуется лужа. Вот это растение росло в этой ямке. Моя идея сейчас начать с того, чтобы воду на крыше соседа перенаправить туда, на ту сторону, чтобы она на эти гаражи стекала. И это можно там сделать. Я с ним согласую. И уже потом здесь решать вопрос. Короче, если планомерно есть слона по маленьким кусочкам, то он будет вкусный и полезный. Что ж, унитаз решил внести свои корректировки в мои планы. Представляете? Сходил я в туалет. Пытался смыть. И, короче, где-то что-то теперь поплавок, не поплавок, точнее, это затычка не попадает. Руку пробовал туда засунуть, но она туда не пролезает через это узкое отверстие. То есть я не могу там нащупать ничего. Это значит, что я не стану тратить время на попытку ремонтирования того, что все равно будет демонтировано. Я перекрою воду сейчас. Теперь, значит, еще и лучше даже для меня. Мне не придется наверху делать санузел, когда я буду делать там временную спальню или комнатку для проживания. Но я этот санузел сразу приведу в полный порядок. Мы все это демонтируем. Трубы все равно будут спущены новые вот здесь, в этом углу, потому что мой бак для воды с этой стенки переместится сюда, а соседский бак, который находится здесь, он переместится дальше. И мы канализационную трубу пустим просто вдоль вот этой стены, туда на выход. Надо только найти, где подключение канализации сейчас осуществляется. Для этого, я думаю, надо будет взрывать пол и искать. И это тоже, кстати, одна интересная идея, потому что вот это все мокрое пятно, которое здесь образуется, и здесь, я думаю, что это как раз от того, что канализационная труба старая, их раньше пластиковыми не делали. Как они говорят, они делались цементными. Она уже разрушилась, и, мне кажется, вся вода канализационная просто впитывается здесь в землю, размывает этот грунт, и поэтому просела центральная стена, поэтому она мокрая до сих пор, потому что вот он, где унитаз и биде, а за стенкой еще и кухня, то есть там, получается, весь слив происходит как раз вот сюда. То есть мы начнем все-таки снизу, но при этом сверху я заделаю минимально, чтобы от дождя защититься. И этим я займусь уже в ближайшее же время. Есть идея просто срезать вот эту часть, которая будет нам мешать. И затем просто, вот это тоже можно подбивать будет кирпичи. И сделать сюда, накрыть этими самыми профлистами, чтобы вода стекала. И здесь немножечко надо будет поднять, сделать стяжку, потому что на кухне оно прямо льется тоже, непонятно откуда. Как мне говорят ребята, если тут впитывается, оно может прямо по перекрытию распространяться влага, что в принципе тоже вероятно, потому что уклон как будто бы есть в эту сторону. Так что будем решать. Но все это приятные хлопоты, потому что это уже свой слон, которого мы будем кушать. Так, еще маленькая деталь. Я сейчас перевесил лампочку сюда. Из этого патрона, может быть, в самом патроне где-то оно коротило, поэтому я хочу проверить, не вырубит ли пробки, чтобы понимать, потому что, где еще может быть короткое замкание? Как-то же жил здесь этот Марсело 9 лет. Так, и что еще я здесь обнаружил? Вот трещина, которая идет поверху по стене. Она как раз-таки свидетельствует о том, что центральная часть, вот эта перегородка, она просела. Внешний периметр должен быть на месте. Я сейчас еще выйду и посмотрю с улицы. О, что это? Ависо. Где висит-то? Опа. Коррео Аргентина мне что-то
Так, спокойно. В этом месте я вас прошу повнимательнее запомнить этот момент. Для того, чтобы проще было связать то, что будет происходить в следующих выпусках, вот с этим. Это говорю вам я, находящийся в 9 июня. И если вам интересно знать, что будет дальше, и вы не хотите ждать, пока выйдут следующие выпуски, я приглашаю вас вступить в наш закрытый телеграм-канал по этой ссылке, где я ежедневно публикую видеодневники и какие-то свои открытия, мысли и так далее. Добро пожаловать, а пока продолжаем осмотр. Ладно, надо будет сходить. Что-то мне почта какая-то приходила. Короче, ага. Так, ну, небольшая трещинка вот тут есть по кирпичу. Здесь. Так. Здесь у нас что? И, наверное, вот немного. Да, как будто мой угол немного стремится отделиться, да? Поэтому, когда мы будем разбивать пол, посмотреть, какой там фундамент, мы все увидим. Если его нет, если он плохой, мы его подольем, сделаем все как надо, сразу с гидроизоляцией. Эта щель не критична, если за все эти годы она только лишь настолько появилась. Здесь я вижу тоже. Здесь. Ну, трещинка тоже какая-то идет. И вот по стене горизонтально есть. Короче, надо начинать будет с фундамента, так или иначе. Я думаю, что мы даже не снаружи, а изнутри будем сначала разбивать, потому что плитку все равно я собирался менять. Съезжу, куплю ломик на выходных. О, вырубила все-таки автомат. Запросил подключение воды отдельное, установку отдельного независимого счетчика, потому что сейчас в моей квартире ситуация такая, что есть один счетчик входящий у моего соседа слева. Вода входит к нему, там есть один счетчик, я так понимаю. Затем в стене металлическая труба, вот которую я показывал, она идет, и затем уже мы поменяли, точнее не мы, а другие чуваки поменяли вот в моей квартире часть трубы на пластиковые. Она поднимается вверх и питает троих, то есть этого соседа, меня и другого соседа. Я разговариваю сейчас с другим соседом, он не против тоже сделать отдельное подключение. Я только что запросил, это будет стоить 900 тысяч песо, это получается порядка $600. Но я думаю, это того стоит. Вечер 17 апреля. Продолжаю видеодневник. Есть много чего рассказать, поэтому сейчас, чтобы ничего не упустить и не забыть, приступлю. Только что вернулся с подписания резервы, а точнее СНИ для клиентов, для которых искали в очень узкий бюджет и срок квартиру. И у них до 25 апреля, как я уже говорил, срок выселения с арендного жилья. И 24-го я взял очередь к нотариусу на подписание сделки по продаже. И 24-го же вечером, это в 5 часов будет, они получат ключи и въедут уже в свою квартиру. Там нужно будет запустить сервис электричества, потому что там переделывали проводку. И нужно предоставить новые планы, согласовать. И я договорился с риэлтором, чтобы мы на его имя это сделали. Потому что у моих клиентов пока нет документа, на основании которого они могут сменить и запустить этот процесс онлайн. То есть помогаю решать проблемы попутно. Еще осталось вызвать газовщика, потому что квартира стояла без пользования несколько месяцев. Нужно там все будет проверить, подключить газовую плиту. Такие дела. Ну, в общем, по ним все ясно. Что интересно по мне, по моей квартире? Ох, это, конечно, квест. Утром я весь такой в приподнятом настроении, значит, записывал видосы для соседа, для Хосе, который является архитектором и который настроил у себя второй этаж и прекрасно сдает свою квартиру уже с 2 этажами. Я сконтактировал с другим соседом, зовут его Энсо. Он оказался адвокатом. И судя по манере общения, с небольшой, а может даже большой короной на голове.
Он мне со старта сказал: я ничего тебе не разрешу строить наверху, никакого моего согласия ты не получишь. Потому что, типа, это старое строение, там нету фундамента под низом, оно не выдержит, оно рухнет. Я уже, говорит, вызывал архитектора и инженера, они все посмотрели и сказали, что ничего невозможно построить. Но, блин, что прикольно, я пока подписывал сейчас резерву с ребятами. Кстати, в чем разница между резервой и Сеней, я сейчас расскажу чуть позже. Владелец квартиры, которую ребята покупают, оказался сам инспектором по строительным работам, и он уже 15 лет в этой сфере работает. И более того, он работает здесь недалеко, в этих же зданиях судов, во втором суде. И еще более того, он сам контролирует сейчас стройку этих зданий. И он вот, собственно, в этой области работает. Он говорит, что он может сам, как архитектор, производить расчеты нагрузок, там все остальное. И мы с ним договорились, что он подъедет, посмотрит мой объект, и мы с ним решим этот вопрос. И уже потом, вооружившись такой тяжелой артиллерией, я буду несколько с иной позиции разговаривать со своим строптивым соседом. Так что еще пока не все потеряно. Хотя я уже стал продумывать варианты плана Б, С, Д и Г. Например, если нельзя будет ничего построить сверху, там уже стены выгнаны выше, я мог накрыть крышу такую, типа как мансардную, сделать со скатом, и все-таки использовать этот второй этаж, потому что высота стен над уровнем этой плоской крыши где-то 1,5 метра. И я даже мог сделать возвышение еще где-нибудь сантиметров на 20-30, чтобы сделать такие типа окошки. И получится мансардный этаж, который в принципе можно будет еще разделить на 2 спальни и санузел. Но это самый худший сценарий, который я рассматриваю. А в идеале я все-таки хочу и буду, блин, строить эти 3 этажа. Я приложу все усилия, чтобы решить эту задачу. Как инженерную, так стратегическую и психологическую в том числе. Потому что вести переговоры с аргентинцами — это, конечно, тот еще квест. Как говорил один знакомый парень, Аргентина — это страна победившего детства. И я думаю, что сами аргентинцы со мной согласятся, что во многом они довольно инфантильны, свободолюбивы, открыты, эмоциональны и безответственны очень часто. И теперь расскажу еще о разнице между резервой и Сеней. Резерва — это ты просто резервируешь объект, который хочешь купить. Ты вносишь задаток, и объект снимается с продажи. Но при этом нет ответственности у продавца. И Сенья предполагает ответственность в виде того, что если сделка не состоится по вине продавца, то этот задаток должен вернуться покупателю в двойном размере. В общем, пришлось потратить еще некоторое время на дополнительные переговоры, на согласование нового времени встречи. Но вот все это, как знаете, судьба складывается, привело к результату, который дальше, в будущем, стратегически будет еще как один кирпичик в фундаменте моей новой жизни здесь прекрасно работать. Потому что очень люблю... Как это называется? Нетворкинг, да? Когда ты обрастаешь знакомствами, связями. Может быть, иногда это длинный язык просто к этому приводит, когда ты любишь поболтать со всеми обо всем. Но зато ты узнаешь, кто чем занимается и кто кому чем может быть полезен. И люди с готовностью и интересом участвуют в этом всем. Так что, надеюсь, ждет только прекрасное будущее. И я буду делиться с вами этим. Похоже, что на этом сегодняшний дневник не заканчивается. Я сейчас сходил в свою квартиру, которая тут рядом с парковкой, снять для строптивого соседа видосы того, что происходит во время дождя. Hola Enzo, te grabo el video. Mira, este es tu techo. Y el pendiente es desde esta esquina hacia esta esquina. Toda el agua, como puedes ver, cae acá. Directamente a mi techo. ¿Ves este lago? Y ahora el problema es que esta agua no sale desde acá y por esto entra por el techo
y cae dentro de mi departamento. Te lo muestro. La luz está cortada porque el térmico salta. Ahora puedes ver estas manchas. La lluvia se empezó recientemente, entonces todavía no se mojó, pero acá puedes ver todas estas manchas. Entonces lo que ofrezco es poner tu tanque de agua a otra pared, mi tanque de agua por acá. Después vamos a discutir el tema de construcción, porque yo tengo un inspector conocido que trabaja acá en tribunales en la inspección de obras hace 15 años, y él puede contar también las cosas arquitectónicas, o como se llama. Y yo soy también un ingeniero, yo no quiero romper nada, yo quiero construir con buena calidad. И показал, что есть одна единая труба, которая идет через трубу в его стене, старую металлическую, которая питает все 3 бака водных. И это причина, по которой я запросил отдельное подключение воды. Фиг с ним, с этими там 650 долларами. 600 или 650 долларами, да? Фух, русский язык, это, конечно, блин, та еще штука. Ладно. И, короче, я понял, ну, что сейчас опять там польется вся эта вода внутрь дома. А я хотел уже с завтрашнего дня приступить к решению этой проблемы. Но еще светло. Солнце высоко, пахать надо еще. Короче, я вернулся на парковку, сел в машину, поеду сейчас в строительный магазин и куплю как минимум такое банальное решение, которое я подсмотрел у бичей вот из этого видео. Так, очередной обзор аргентинской недвижимости. Это мы находимся рядом с Рио Себажо. Тут вот видите, кто-то строил уже себе вот такой фундамент хороший, монолитный. Да, это орудие труда, такая лопатка сточенная. Вот, видите, делали такая говнопалочная технология, значит, блоки, которые удалось украсть. И все здесь вот, все пригодится. Тише, Марк, не надо привлекать внимание. А то сейчас набегут бичи и будут нас спрашивать, что мы тут делаем. Парам-пам-пам-пам. Какое красивое небо. Короче, я вот оплатил 2 листа металлопрофиля по 5 метров. У меня ширина здания получается вверху 4 метра 67 сантиметров от стены до стены. А я ведь хочу сделать, чтобы оно с запасом было. Еще и там уклончик надо соблюсти. Поэтому как раз возьму сразу 5-метровые, чтобы потом не мучиться. И их же уже буду использовать потом. А пока что положу их поперек. Так у меня длина 6 метров 16 сантиметров. То есть они поместятся. И как временное решение для отвода воды, падающей с крыши соседа, я думаю, должно сработать. Я по-хитрому сейчас позову дядю, чтобы мне помог. Что я таскать буду? Я же на инженера учился, а не на грузчика. Hola, buenas tardes. Necesito tu ayuda para cargar 2 chapas por acá. Tengo las cintas. ¿Ah? ¿De qué chapa? Estas, de 5 metros. Sí. Bueno. Ну, красота. Нафиг самому напрягаться. А я только Dos, застегну. Си, дос. Ну вот, можно ехать. Усё закреплено, шеф. Это сейчас мы зажмем стеклоподъемником. И можно ехать. Может быть, даже сегодня установим. А знаете что? Мужики меня поймут. Ко мне сейчас вернулось это сладкое чувство победы. Небольшой, но победы от понимания, что ты вот-вот решишь техническую задачу.
То есть решение уже ты придумал, ты в нем уверен. Ой, пахнет хвоей или эвкалиптом. Короче, это круто. Да, а сейчас интересный квест. 5-метровые вот эти хреновины поднять на крышу. Через дом не вариант. Надо сразу сунуть. Сейчас мы посмотрим, через где. Да. Да. Ну, что-нибудь придумаем. И как-нибудь. Вот здесь только если. Только если здесь. Иногда кажется, ну и вообще-то всегда кажется, что чем больше приложить ума, тем меньше понадобится силы. Но, блин, под вечер ума немного осталось. Сейчас надо подумать. По одному поднимать их и ставить. Но здесь высота, по-моему, больше 5 метров. И один-то я его и не затолкну. То есть нужно будет просить помощи. Например, соседа. Там молодой пацан должен быть нормальный. Да я думаю, согласиться за пивко. А все. Полчаса и работа сделана. Это было интересно. Эстебан помогал мне. Он толкал одну часть. Я на своем горбу тащил перед, поднимаясь туда до упора. Мой горб был сначала в качестве трамплина, он толкал, мы заталкивали наверх. Потом он держал тут, я поднимался и тянул. В итоге 2 листа наверху. Выяснилось, что я там одним могу обойтись. Осталось пойти его установить и идти домой спать. Так, аргентинцы, вы просто красавчики, конечно. Кабели интернета у нас натянуты повсюду. Не только интернета, но и электричество. Ну ничего, мы ничего не повредили. А теперь нам необходимо, чтобы эту чапу положить сюда, взять и закуртарить пару. Сейчас я как-нибудь зафиксирую. Чик. Вот так. Парам-па-пам-пам. И все. И теперь нам нужно... Так, вот эту лужу отсюда надо все выгнать, конечно же. Потому что она впитается. Угу. И вот эту фигню отсюда достать. Вот так вот. Так, ну все. А представляете, как аргентинцы, которые не в курсе, что вода сверху вниз всегда течет, и в душе у себя не делают уклон пола. Им приходится вот такой ерундой потом сгонять эту воду, чтобы она стекала. Представляете? Ну вот. Зато физкультура. Во всем можно плюсы находить свои. Да, это, конечно, очень интересно. Но ничего, сейчас мы все это решим. Да, хотелось бы, конечно, не резать, оставить листы целыми, чтобы потом их использовать вот так наверху. Но он несколько шире, чем нам надо. И я боюсь, что я его там не разверну таким образом, чтобы засунуть наверх. Хотя можно еще попытаться, но, короче, если я сдамся, то я отрежу небольшой уголок. Ну что, еще чуть-чуть, и наш миссион будет полностью комплит. Вон. Резать, похоже, даже не придется. Уклон соблюден.
Все по снипам. Короче, водичка сверху потечет вниз, а там у нас и есть сток. И сейчас мы еще добавим вот этот лист вот сюда. Как раз он будет над этой частью, на случай, если дождик сюда будет лить. Ну и все. Теперь останется проверить, как все это техническое чудо себя поведет в воскресенье, послезавтра, когда будет сильный дождь. Мы за это время болгаркой срежем к чертям собачьим вот эту хреновню и вот эту. И как минимум сделаем тут такую штуку, чтобы ничего с крышей не делать, чтобы не лить сюда никаких стяжек, не делать лишних гидроизоляций. Вся вода, которая сейчас проливается в санузел и в кухню, которая вот здесь внизу, она пойдет сюда. Здесь мы ей освободим путь. И она будет спокойно вот так вот уходить сюда и говорить спасибо на ходу. Спасибо, спасибо. О, вот. Течила, дичка родная. Или теки, пусть меня филологи поправят. И вот, с чувством выполненного долга в 9 часов вечера возвращаюсь я домой. Как раз помыться и спать, а еще поесть. Так вот, за 2 листа чапы, так называется здесь волнистый металлопрофиль, наверное, не только волнистый, отдал я 100 баксов, то есть по $50 за штуку. При том, что, конечно, я не искал самые низкие цены, я искал самую быструю покупку и просто поехал в обычный большой строительный магаз. Проблему я с большего решил, и как минимум не будет капать на голову.